Всем привет из Вьетнама! Это курортный город Ничанг. Сегодня мы вышли на центральный пляж. Для разнообразия я решил и показать его, и тут искупаться на этом пляже. Я, наверное, не купался здесь уже год. Сам пляж показывал, конечно. Смотрите предыдущие видео. Особенно было, когда католическое Рождество. Я здесь показывал пляж центральный. Но вот именно так, чтобы искупаться здесь, я уже не помню, когда это было. Сейчас, конечно, идут такие волны зимние. Сейчас 2022 год, начало этого года. Мы здесь находимся возле бара, ресторана или клуба, как его назвать, Sailing Club, пляжный ресторан. Возле него здесь бар Blue Sea, который предоставляет лежаки с зонтиками. Бар этот вот в таком виде. Деревянный, прямо на песке построена такая барная стойка под крышей. И вот здесь рядом Sailing Club. Красивые пальмы. Это место мне очень нравится. Здесь, когда туристы были, всегда было очень оживленно. В этом заведении Sailing Club проходили клубные вечеринки в пятницу, субботу. Здесь устанавливается сцена. Прямо вот в этом месте на песке. Ну, днем здесь просто можно перекусить. Заведение это не дешевое. Когда клубная вечеринка работает и сцену устанавливают, здесь играет диджей. Здесь бар вот этот используется. Последний раз здесь я был на этой вечеринке. Мы сюда заходили, когда были майские праздники. Было людей много. Была такая вечеринка интересная здесь. У нас здесь играл знакомый диджей в этот день, и мы пришли его навестить тогда. Пляж полностью пустынный. Я вообще в море ни одного человека не вижу. Но здесь видно, у берега более такая мутная водичка. А примерно через километр от берега уже такая прям яркая синяя вода. Такая вода не все время. Летом, конечно же, здесь, когда волн нету, везде яркое синее море. Температура сейчас в среднем 26 градусов каждый день, 25. Минимальная температура 22 в Ничанге, ну, доходит до 28-29. Да, и вот здесь многие, может быть, помнят, последние туристы застали здесь, притянуло как-то сюда на берег баржу. Многие туристы помнят, это был 2020 год, была такая же солнечная, красивая погодка. Люди сюда приехали на зимние каникулы. Были тогда еще горящие путевки, вроде как много достаточно предлагалось. То есть за недорого можно было приехать, так как не предполагалось, что погода будет хорошая. И вот туристы, которые приезжали в 2020 году, в это же самое время, в январе, в феврале, могли видеть эту баржу, которая прибила к берегу. Она там застряла. Долго ее не вытаскивали, люди ходили, фотографировались возле нее, вокруг нее, и даже на нее там заползали. Ее так еще долго не убирали, я даже думал, что, может, ее вообще решили не убирать. Но по итогу ее, конечно же, убрали. А еще через год, вот в прошлом году, убирали там обломки. Какие-то остались в песке части от нее. И были здесь раскопки. Здесь экскаваторами как раз в этом самом месте вытаскивали, раскапывали и доставали вот эти все части, куда-то их убирали отсюда. Хотя вот так вот, если бы не раскапывали, то и ничего не торчало, ничего не было видно, что там что-то было в песке. Ну
Вот такая минутка ностальгии спустя 2 года. После последних туристов, которые полноценно здесь свободно отдыхали, когда уже появился коронавирус вообще в целом, люди уезжали отсюда, последние туристы. Ну вот в январе-феврале была такая же погода прекрасная. И можно было наслаждаться вообще в полной мере. Сейчас вообще уже много дней нет дождя, достаточно много. То есть для зимы это вообще идеальная погода прямо. Даже, наверное, лучше, чем летом, потому что летом многие страдают от жары. А сейчас вечером не так жарко, ну а днем прям припекает достаточно хорошо. И можно сгореть, загорать и сгореть даже. Ну а вечером достаточно прохладно, чтобы не было душно. Вот такое красивое море. Я сейчас хочу искупаться. Да, друзья, вот как раз после этого купания я и остался без камеры. Поэтому все, что я снимал тогда с рук, пропало, и остался только звук, который был записан отдельно. Очень хотелось тогда заснять волны и показать их прямо в море. Но я не оценил должным образом ситуацию, и камеру смыло первой же волной, которая меня накрыла. Это крайне неприятная история, тем более, что сейчас вообще не до вот таких дополнительных затрат. И внутри еще осталось такое неприятное ощущение, как говорят, кошки на душе скребут. Но после нескольких дней депрессии и уныния я возвращаюсь к съемкам, и останавливаться никак нельзя. Пришлось экстренно занимать деньги на новую камеру, на другую, чтобы продолжать снимать. Сумма небольшая, но в данный момент это действительно критично. Поэтому всем, кому интересно наблюдать за моим каналом на YouTube, напоминаю, что вы можете поддерживать и отправлять донаты. В описании написано, как это сделать. Любая сумма – это вклад в развитие. Любые 100 рублей даже – это уже поддержка. А уж останавливаться и прекращать развиваться я не намерен. Тем более, столько всего интересного есть, что я хочу показать. Жить вообще интересно, и независимо, где я буду находиться, я буду это все показывать. Ну а те люди, которые не любят донатить и никогда не оставляют чаевые в ресторанах, могут обратиться ко мне и отправить своим близким и друзьям кусочек тропического тепла. Я делаю короткие поздравительные видео с надписями на песке, которые никого не оставляют равнодушными. Уже несколько десятков человек получили такие тропические месседжи и были просто в восторге. А в декабре был новогодний заказ для детского садика в одном из городов России. И детишки с воспитателями так были впечатлены, что даже построились и записали мне ответное сообщение. Это было действительно мило. Полноценные примеры можете увидеть в Инстаграме, а для заказа пишите личное сообщение в Инстаграм или Телеграм. Ну а еще я хочу объявить сегодня одного из победителей конкурса. Я говорил, что буду выбирать победителей по комментариям под видео, поэтому пишите, оставляйте комментарии, и кто-то может выиграть. Ну а в этот раз победитель с никнеймом Ранар1. Его комментарий был под рождественским видео. Поздравляем! За подарком обращайтесь с личным сообщением в Инстаграм или Телеграм. А всем остальным удачи в конкурсе. Пишите несколько комментариев под всеми видео, чтобы увеличить шансы на победу. Ну а теперь по отдельному заказу подписчика я хочу еще показать один отельчик, в котором они отдыхали. У них, видимо, ностальгия такая, и хочется посмотреть на свой отель. Вот попросили меня специально показать, где они отдыхали. Это отель «Виолет» в центре Нячанга. Он находится между 2-й и 3-й линией. На этой улице был всеми любимый буфет Grill Garden. Это такой тип заведений, где платишь только за вход, и внутри уже ешь неограниченно различные морепродукты и мясо. При этом жаришь все это за своим столом самостоятельно. Очень классный аттракцион, всем рекомендую. И вот на этой же улице расположен отельчик «Виолет». Внутрь попасть в него нельзя, он закрыт. Но хотя бы вот так с внешней стороны я могу его показать.
Многие хотят вот так вот поностальгировать и посмотреть на свои отели, где они отдыхали, и немножечко всколыхнуть воспоминания. Поэтому обращайтесь, если кому-то интересно, могу тоже помочь личным сообщением, пишите мне. И тоже покажу что-то, какие-то отдельные участки города, где вы отдыхали, отели, кафе.